Итак, всем доброго утра, дорогой народ. Не помню, я говорила или нет, но дело в том, что я просто ненавижу зиму вот всеми фибрами души. Обострение всего происходит зимой, обесточивание происходит зимой, усталость, вот эта вымотанность, все это зимой, потому что если нету энергии солнца, я не могу. Хотя я родилась зимой, но я терпеть не могу зиму. Ой. И выгоняю буквально себя из дома, просто выгоняю, потому что надо пойти кое-что забрать, но уже невозможно дома сидеть, столько работать. Ну, очень не желая того, выхожу я зимой. Летом, ну, вообще такой летний период, это мое, хотя бы много выхожу, есть повод с Пусей погулять, подышать. А зимой, понимаете, как в закрытом пространстве, мы все так живем зимой. Мозг дышит мало. Я понимаю, когда человек идет на работу и обратно, но когда человек имеет дело с таким огромным количеством людей и столько напряженного труда, ой, вот, пожалуйста, опять быдло только написала. Господи, сейчас хотела закрыть лайки, дизлайки. Сидеть, Пуся. Чем ты занимаешься? Ты думаешь, Богу понравится наживаться над людьми, прямая дорога ад, долго осталось, наказание будет жестокий. Вот так я хочу сказать, иди ты нахер со своими проповедями. Кто на ком наживается, интересно? Это на мне все наживаются, уже меня выжили до полусмерти. Наживаться над людьми, знаете, что такое? Это когда приходят эти тупые самки и начинают говорить, вот, верните его любой ценой, любые деньги заплачу. Часто пишут Яне, я любые деньги заплачу. Они думают, что если они про деньги сказали, у меня сейчас в глазах, знаете, прям огоньки появятся, я сейчас побегу делать то, что они просят. Я говорю, засуньте эти деньги себе в задницу и идите прямыми путями куда-нибудь подальше, по бездорожью. Если я сказала нет, значит нет. Я такой херней не занимаюсь. Вот если бы я хотела наживаться, да, я бы наживалась на этих дурах, которые готовы на все ради того, чтобы там мужика вернуть или еще кого-нибудь. Это было бы наживаться, понимаете? А когда ты такому огромному количеству людей помогаешь одним разом, снимая всех разных культур и прочее, прочее, и столько работ даришь народу, по-моему, это народ уже на тебе наживается, а не ты на них. Я просто говорю вам, мы докатились до быдлятства, потому что, наверное, революция просто уничтожила интеллигенцию, этот ген интеллигенции, дорогие друзья. Мы докатились до быдлятства. Мы считаем, что брать за свою работу плату – это наживаться, понимаешь? Все обязаны и должны. Вот эти все мрази, которые орут о том, что наживаются на горе людей, ты подойди к ним когда-нибудь, что-нибудь попроси, кусок хлеба тебе не дадут, понимаете? Кусок хлеба они тебе не дадут. Если у них на работе бухгалтер неправильно просчитал, и там на 100 рублей меньше дали зарплаты, они этого бухгалтера разносят просто. Они такой скандал поднимают. Вы что? 100 рублей меньше написали. Какого хрена? Они считают, что их работа должна быть оценена и оплачена. А твоя работа, поскольку она не видна, как бы, да, зачем за нее платить? То же самое происходит и с медициной, то же самое и с врачами. Наживаются на наших болезнях, на нашем горе. Не наживаются, это их работа. Ты приходишь, они работают, они должны свою семью кормить. Знаете, что хочет быдло народ? Хочет, чтобы ты ходила в обносках, в этих, знаете, секонд-хенде купленным пальто на потертом. И сутками, день и ночь, значит, работала, а вечерами перезагружала там эти вагоны. И как-нибудь проживала, знаете, как-нибудь питалась там остатками еды возле ресторанов и помогала им всем бесплатно и бесплатно. Вот всегда и во всем.
Потому что так надо, потому что иначе ты наживаешься. У тебя зуб болит, ты идешь вырывать зуб. Ты говоришь врачу, ты наживаешься на том, что вот ты пользуешься тем, что у меня зуб болит, ты вот сейчас на этом наживаешься. Это его работа, твою мать. Это его работа. Он для этого учился, вкладывал деньги, родители вкладывали. Он снимает помещение, он должен за это отдать аренду. Он должен за эту технику отдать там деньги и так далее, и так далее. Этот человек взял это все и работает. А ты говоришь, ты на моем горе наживаешься. Вот у меня компьютер навернулся, вирус спохватил, да, все, загнулся. И я вызываю мастера. Я говорю, ты наживаешься на моей работе, то есть на моем горе. Ты знаешь, что компьютер мне очень жизненно необходим, и вот ты на этом наживаешься. Вот я иду ногти делать, у меня ногти растут, все, опять мне надо идти делать. Я иду и говорю ей, ты наживаешься на моем горе. Ты знаешь, что у меня ногти будут расти, мне некуда деваться, мне придется идти тебе платить, чтобы ты мне ногти сделала. Волосы растут, надо стричь, ты наживаешься на этом. Ты знаешь, что у человека волосы будут расти, и вот ты специально берешь деньги. Придите в себя, вашу мать. За все в этом мире платят. Вы платите, вам платят. И это нормально. Иначе мир рухнет, миропорядок просто разрушится. Если в древние времена у людей не было денег, они приносили шкуры животных, картошки, сахар. Вы бы видели, сколько моей бабки привозили. Да, тогда не было денег. И вы знаете, она плату не назначала, я вам скажу. Вот как некоторые говорят, ну плату не надо назначать, кто сколько может. Дорогие друзья, если бы я знала, что у людей есть совесть, я бы не назначала эту плату, поверьте мне. Я бы снимала смертные порчи, абсолютно ничего не говоря. И поверьте мне, что они бы мне просто отправляли 500 рублей на карту. Верите, нет? 100 рублей бы отправляли, 50. А я понимаю, что это неравный обмен, понимаете? Это энергетически неравный обмен. Я отдаю всю себя, а получаю не столько, сколько надо. Почему мне надо? Мне надо, чтобы мой ребенок хорошо жил. Мне надо купить своему сыну, своей матери. Мне надо оплатить за квартиру. Мне надо свой дом иметь, в конце концов, и содержать свой дом. Мне надо книги издавать. А на все это нужны деньги. Так вот, я отдаю людям свою энергию, а взамен хочу жить хорошо. И это нормально. Почему я должна в обносках ходить, день и ночь работать, как ишак, да, и ходить в обносках? Я и так дарю 70% моих всех работ, это подарено вам, абсолютно даром подарено. Что, мало? И ту плату, которую я назначаю за свою работу, это вообще мизерная ерунда, поверьте мне. Люди идут 800 тысяч отдают, миллионы отдают. Их потом нахуй посылают. Я же вам говорила, женщина пришла, говорит, я пошла там, вот мне сказали 800 тысяч, будем приворот делать. Я говорю, какой приворот? У вас мужчина был тогда? Да нет. А кому вы приворот делали? Ну, не знаю. Она сказала, вот приворот надо делать 800 тысяч. Я говорю, а вы пришли домой, вы хотя бы там в интернете не могли посмотреть, что такое приворот вообще, что означает приворот? Если у тебя нет мужчин, ты просто пришла, потому что у тебя какие-то там проблемы были с работой, тебе говорят, неси 800 тысяч, будем делать приворот. Ты вопрос не задала, а кому приворот делать? Я же не за мужиком пришла. Зачем мне приворот? Приворот это к мужчине делается. Какой приворот? Не задала вопрос? Она, ну не знаю, вот сказали, я отнесла. Я говорю, молодец. Второй раз сказали, приворот там не получился, какие-то темные духи вмешались, надо еще 600 тысяч. Она еще 600 тысяч кредит взяла, отнесла им, отдала. Потом ей сказали, еще 300 тысяч принеси, иначе будет плохо. Все плохо, очень плохо. Духи какие-то мешают, какие-то черные духи вмешиваются в это дело. Вообще нехорошо, неси еще 300. Хорошо, что эта дура пришла ко мне. Я говорю, у вас с башкой все нормально, нет? И причем она ничего не заберет обратно, потому что это дано добровольно, и не докажешь, ничего не сделаешь. Я говорю, у вас нормально с головой? Ну, я не знаю, ну а что делать? Вот, ну они же сказали вот так вот. Супер. Вот кто пользуется вами и правильно делает. Понимаете, правильно делает, очень хорошо. И она была такая хорошая женщина, все. Дорогие друзья, я вам говорила и повторяюсь, чаще всего вас облизывают со всех сторон аферистки. Знаете почему? Потому что когда ты приходишь к этой Хосроевой грубиянке, да, такой вот нехорошей женщине, и она тебя ставит на место,
ты говоришь: о, такая плохая, блин, а сама ведьма, а ведьмы должны быть такие хорошие, такие добрые. И ты приходишь к другой, и она такая: ой, ты моя хорошая, ты моя золотая, да что ты? Нет, ведьмы не должны обижать людей. Конечно, я тебе сделаю, обязательно. И вот она тебя так облизала, там, сюсю, мусю, ты такая вся нежная, красавица и так далее. И ничего не сделала, ничем не помогла. А тебе стыдно деньги требовать обратно или вообще стыдно говорить про нее, что она ничего не сделала? Знаете почему? Потому что как я могу, как бы сказать, плохое о человеке, который такая любезная, такая хорошая женщина, такие красивые слова мне говорит: ты моя красивая, ты моя, значит, хорошая, там, ты моя золотая и так далее. Я не поняла, Галина Султанова, это меня касается или тебя нахер послать отсюда? Вот Вот это все. Вот, Галина Султанова, если вы лично мне на WhatsApp не напишите извинения, вы в этом году лишитесь своей работы. Я вам даю слово. И мне совершенно не нужны ваши фотографии и так далее. Если вы мне на WhatsApp личные извинения не напишите, я тебе даю слово. В течение 3 месяцев ты лишишься своей хорошей работы. Время пошло. Понимаете, не то, что признать, что ты болван. Вы поймите, я же вам говорила, приводила пример, что когда к тебе обращаются там кисонька, зайка, солнышко, лапочка моя и так далее, это аферисты, это люди, которые хотят твою бдительность усыпить и тобой пользоваться. Потому что нас когда называли кисонька, лапонька? В детстве, да, в детстве называли, и мы себя чувствовали комфортно. Давить на вот эту вот память детскую, на это внутреннее, подсознательное: ты моя киса, ты моя лапа. И ты когда говоришь: так, со мной киса, лапа не надо, я сама мать, и у меня уже взрослые дети, я не хочу вот эту кису, лапу ко мне не применять. Человек сразу становится агрессивным, сразу же. Потому что не смог тобой пользоваться, не смог манипулировать. Понимаете? Скажут: отдай квартиру, отдавали, доброе утро. Отдавали квартиру. Одна дура пошла к одной очень великой могуйке, значит, она обещала, что любимого мужа воскресит. Да, она переписала на нее свою квартиру. Нет, она продала квартиру, деньги принесла, отдала ей лично. Вот, деньги ей принесла, отдала. Я сейчас не помню, очень дорогая квартира была в центре Москвы, по-моему, 2 миллиона, что ли. Обналичила, принесла, отдала ей в руки. И она сказала: через неделю приходи, я твоего мужа тебе отдам. Через неделю. Какой гипноз? Дура она, ебанутая, да и все. Гипноз, господи, во всем гипнозе. Вы что думаете, все гипнозом обладают? Настолько вот вы легко внушаемые. Через неделю она пришла, а та выносит ей жабу и говорит: душа вашего мужа вселилась вот в это прекрасное животное. Вы должны ее любить, лелеять и разговаривать. Она вас будет понимать. Видите, у нее какие умные глаза. И отдает ей жабу и говорит: все, пошла нахер отсюда, дверь закрыли, до свидания. И она начала ходить по этим судам. Осталась на улице, дура. На улице осталась. Начала ходить по этим судам, и никто ни хрена и не помог. У нее спрашивают: вот она вам говорит, что она деньги приносила. Какие деньги? Я эту женщину в глаза не видела. Какая жаба? Вы что, вы ненормальны, что ли? Ой, вы что? Этой бабе 40 лет было. А вы говорите: вот они пользуются вами. Да. А такому человеку, как я, говорит, что я пользуюсь вами, да вы все вместе мной пользуетесь так, что, блядь, от всей души. Да, жаба-супруг. Жалко, конечно. Жалко дуру. А кто сказал, что я радуюсь чужой беде? Но самое главное, чего у нее нет, это мозга, к сожалению, большому. Так, собственно говоря, я сегодня хочу провести один эфир, но поскольку уже... Знаете, что самое интересное? Я только сказала про характерников, что я
подарю ритуал. У меня достаточное количество ритуалов и заговоров характерников. Вот я знаю, что это сокровище, я знаю, что это те вещи, которые, ну, нигде не найти. Я это все знаю, товарищи. Но эм, дело в том, что не каждому человеку доверяли такие знания, не каждому отдавали. И да, мат-перемат, Игорь, давай по бездорожью. И это нужно было, во-первых, заслужить, потом должны были пройти годы для того, чтобы я, скажем так, дошла до этого, понимаете, доросла. Вы думаете, то, что я взяла ритуалы характерников, в тот же день пошла делать их? Нет. Они у меня лежали много лет. Я иногда туда смотрела, заглядывала, что можно делать, чего нельзя. И это не так легко и просто взять и делать, дорогие друзья. Сейчас ускоренные курсы магии для лохов много открыто, конечно, но чтобы твоя энергия привыкла к таким сильным работам. Вот видите, пи, блядь, 8 утра. Возьму сейчас заблокирую, скажут, вот она прям даже не глядя, не читая, блокирует. Ну, уже который пи? Ты видишь, что я не отвечаю? Подожди, как я освобожусь, зайду, отвечу. Ну, можно же, правда? Зачем? А зачем? Пи, сука, 7 утра достали. Это не извинение, это другое. Как звали эту женщину, которую я заблокировала? Я, конечно, очень извиняюсь. Сейчас посмотрим, как ее звали. А может, и извинения. Забыла ее имя. Галина Султанова. Очень хорошо. Извинения пошли? Пошли. Угу. Я извиняюсь, вы неправильно поняли. Сейчас могу их пошутила при их услуге. Хорошо, Галина. Я вас освобождаю. Кто не верит, могу показать. Номера нет, конечно. Вот. Освобождаю вас, Галина. Раз уж вы поняли свою ошибку. Я не кровожадная. Я многим говорю, что я жесткий человек, но я не жестокий. Я могу человека и послать, и разозлиться, но когда я вижу, что человек умирает, у него нет выхода, я могу сказать, да ладно, хрен с тобой, иди, я тебе помогу. И так я многим помогла, если что, очень многим. Извинения приняты, все. Так, пойдемте дальше. Народ, вы на меня не обижайтесь, я уже устала. Вы даже не представляете, как тяжело работать с таким населением. Причем это не касается именно какого-то народа, этноса, это везде. Вот весь наш Советский Союз настолько отупевший уже, видимо, сказывается 90-е годы, вот эти годы абсолютной тьмы, необразованности, всего этого. Настолько уже вот реально, иногда берешь, посылаешь, думаешь, да ладно, можно было и помягче как-то, ну, зря я как-то обидела человека, ладно, хрен с ним. Ну, написала она, ну, дура она, ну, хорошо. Но потом, понимаете, ну, уже реально, вот уже это невозможно. У меня СМС, знаете, сколько? У меня очень много СМС, это практически за 2-3 дня. Я сегодня с утра встала и просто сидела с этой чашечкой кофе. И я просто отвечала сегодняшнему народу. Я работаю, когда у меня есть 2 чата, мы отдельно открыли для того, чтобы в одном были ответы людям, с которыми я недавно работаю, в другом, чтобы были ответы людям, которым давно работаю. Вот, собственно говоря, вот каждую неделю у меня отчет идет 1300-400 в каждом чате. Это самое меньшее, иногда и больше. А я такой человек, я каждому отвечаю. Кстати говоря, тем, кому я не отвечаю, я всегда говорю, я смотрю и вижу, что уже все в порядке, как бы они довольны, и как-то, знаете, как не вижу смысла писать, вот прекрасно, хорошо, что все идет как надо. Все, вижу, что нормально, значит нормально. Вот я вам, собственно, показываю пока ответы номер 2. Смотрите, 6424 человека. Это написали за 2 дня. Понимаете, реально устаешь.
Но я вам еще раз говорю, у нас рядом жила женщина, я помню в детстве, ее звали Элка. Елена, просто, ну, грузинское имя, Елка. Она была сноха в нашем селе, очень патриотичная женщина, очень такая вся, знаете, ну как бы вам сказать, кавказских традиций и так далее. И очень жесткая, ее все боялись, все соседи боялись с ней, постоянно там она скандалила, ставила всех на место, ее все боялись. У нее кличка была Овчарка. И вот я всегда удивлялась этой женщине, насколько она жестокая женщина, вот жесткая просто, там мат-перемат, согнет, мало не покажется. Но в то же самое время она бедным семьям приносила продукты. Причем это не делала при всем народе, чтобы все знали. Это потом мы узнавали, что вот Элка там дала денег, Элка помогла такой-то семье, ребенку собрать в школу, Элка там принесла продукты. Понимаете, вот та самая женщина, которая такая жестокая, и нам казалось, блин, какая она скандальная матершинница, ужас, все боялись ее. Оказалась в душе очень человечной, более доброй, чем все эти сладкоязычные суки, которые, ой, там, моя хорошая, моя дорогая, пытались из себя строить хорошую, дорогую, а эта женщина была озлобленная просто по жизни, такой человек. А потом я узнала ее биографию. Она одна вырастила детей. В то время, когда развод был очень редкий случай, муж, который все время гулял, все время там такой был мужик, он был умный человек, очень умный. Он даже в плену побывал. Сарухан его звали. В плену был этот человек. Когда он вернулся с немецкого плена, мать не узнала его, упала в обморок. Представляете, до какой степени он постарел, как вернулся оттуда. Его спасли наши односельчане от сталинских репрессий, потому что тогда все, кто был в плену, считался изменником Родины. Вот великим трудом его удержали. Он отдельно жил, какой-то вагончик, значит, в отдельном вагончике жил, подальше от них. У них там была земля, вот он на этой земле какой-то маленький домик построил себе и жил. И самое смешное, что такой мужик, ну, вообще, это смех. В старости лет ехал в Армению, вот в этих селениях, там, знаете, вот это за 7 гор, потерянные селения, вообще вот в горских селениях, значит, там же много женщин, которые не замужем, уже как бы перестарки. Он их обманывал, что у него сын хочет жениться, значит, выбирал кого-то, привозил. И закрывал в этом вагончике. Говорил, что, мол, если ты за меня не выйдешь, я тебя не выпущу. И вот Элка ходила каждую неделю с ревизией, чтобы этих куриц выпускать. Пока он ходил куда-то в магазин или куда-то, она, значит, бегом шла, с этих вагончиков этих дур вытаскивала, сажала на автобус и отправляла в Армению. И каждое утро вот так шла она на эту ревизию. Говорит, пойду этот умерший или этот подохший, эта скотина опять, наверное, кого-нибудь привел. Обманул, притащил. Но они тоже дуры. Ну, они тоже дуры. Вот согласитесь, человека не видели, хер знает откуда прутся, едут в Грузию замуж выходить. Вот он привозил и говорил, вот или за меня выходишь, или я тебя не отпускаю никуда. Ну, в общем, вот такой вот веселый был мужик. Так о чем я хочу сказать, что, казалось бы, да, злой человек, она такая вся злая, но видите, насколько человечная была. Так что вы не смотрите на то, кто, знаете, вам жопу лижет. Могут очень легко обобрать весь ваш карман и потом даже не разговаривать с вами. Человек, который вам в лицо говорит, он никогда в спину не бьет. И я вам еще раз говорю, надо меня довести действительно такой тупостью, чтобы я уже вышла из себя. Я просто уже, мне уже настолько... Да, ну, ничего, я сегодня выйду, чуть-чуть проветрю мозги, легче станет. У меня очень много еще вам подарить надо. И поскольку зима для меня такой момент не очень приятный, я стараюсь потратить это, здрасте, время с пользой. Да. Нет, вы на часы смотрели?
Плохо смотрели. Ранним утром не звонят. Все. Нет, не можно вопрос. Я веду прямой эфир. Напишите Яне на WhatsApp. Все, давайте. Угу. Нормально поговорила вроде бы. Даже от себя не ожидала, что я так говорить могу. Последнее время я кидаюсь, як собака. Да, Пусек? Ты представляешь, оказывается, я могу быть ласковой. Да. Так к чему мы и шли-то, товарищи? Я хотела вам сказать, вот понимаете как? Вот люди, с которыми я работаю, сейчас я не буду, вот листаю по-быстрому, просто не хочу там показывать фотографии, не все же хотят, чтобы там видели, это не надо. Вот это все люди, которые мне пишут, что у них все хорошо, прекрасно. Видите, сколько их? И я бы с удовольствием показала фотографию одну, но не могу сейчас показать, пока я у нее не спросила. Но натурально поменялся человек. Некоторые идиоты, когда пишут, ой, макияж, но макияжем, во-первых, должно быть настроение макияж наносить. Это раз. Во-вторых, макияжем не замажешь ты потухший взгляд, понимаешь? И в-третьих, ну просто и дебилу понятно, что человек изменился. Понимаете? Изменился. Что за бронемир? Откуда? Какие бронемиры тут ходят? Я не могу понять. Ой, где опять? Что случилось? Где? Ну ладно, хрен с ним. Появится, кину в черный список. Сейчас не обращайте на него внимания. И не вижу я его. Чё ему надо-то, ёкалмные? Так, дальше. Светлана Беспалова только. Ну и где этот бронемир? Самоликвидировался, что ли? Ладно, хрен с ним, я не вижу его. Ну, напишет, я выкину. Не будем тратить время на всяких дебилов с утра пораньше. Я не вижу. А ладно, все. Забыли о его существовании. Что я хотела-то? Слушайте, он удалился. Сейчас я буду время тратить на какого-то бронемира. Может, он с дурки сбежал, откуда я знаю. Может, ему дали чуть-чуть погулять на воле. И он случайно забрел сюда. Все, пошел он вот. Да. Люди добрые, вы меня достали. Где я сейчас его найду, этого козла? Ой. Ну. Ну. Я не вижу, я вам говорю еще раз, он удалил свой комментарий или удалился. Нету его. Да пошел он нахер. Сейчас. Все, вот теперь я его нахер и пошлю. Красота. Давай, броневир, этот, или как там тебя. Плавайте по говнореке. Вот смотрите. Читаю несколько. Это времени не хватит, если я все это прочту, понимаете, настолько много. Бульдозер Иваныч. Да, умотал. Ютуб сейчас глючит, я не знаю почему, под роликами, пока я не сделала там какие-то, не исправила, что это не для детей, вот, не давали людям писать комментарии. Потом кто-то подписан и опять отписывается, понимаете, все время.
некоторые товарищи начали пердеть о том, что накручиваю, мол, мы отписываемся, а потом видим, что мы подписаны. Вот не надо трындеть, пожалуйста. Никто здесь никого не накручивает. Я даже понятия не имею, как накручивать, каким образом можно накручивать вообще зрителей. Я никогда это не знала и никогда не опущусь до таких тупостей. Еще я хочу сказать, насколько я помню, накрученные люди, они уходят сразу, опять же. Понимаете, это может быть глюк Ютуба. Какая накрутка? О чем вы? Что вы ересь какую-то несете, ей-богу, дебилизм какой-то. Разве вы не видите по комментариям, сколько людей смотрят и пишут? Вы же видите своими слепыми глазами, сколько каналов у меня. В Инстаграме сейчас, кстати, напомню, есть вот опять профиль мы создали. О чем речь? Просто люди знают меня. Я понимаю, что вам это неприятно, это понятное дело. Сейчас не 1000 смотрят, тысячи, Олеся, сейчас активные. Сейчас смотрят и 3356 человек. У меня каждый эфир по 11-20 тысяч смотрят. О чем вообще? Давайте сейчас мы не будем обсуждать библейские заповеди. Библейские заповеди переписаны из книги мертвых египетских богов. И об этом я уже говорила. Добрый, Татьяна. Давно вас не было видно. Смотрите. Значит, добрый вечер, Инга и Яна. Постараюсь лаконично, радостно поделиться моим переходом в новый этап жизни. Вы правы, Инга, Вселенная не любит пустоту. Вера в то, что все наладится, сменилась на уже все налаживается. Если раньше с трудом обеспечивала себя рабочей загрузкой на 2 недели, то сегодня обеспечена работой на 2 месяца вперед. До чистки мне все говорили, что мои цены на работу очень завышены, а сегодня все да наоборот. Инга, это только жизненное облегчение для меня. Быть уверенным в завтрашнем дне очень важно. Можно смело ставить перед собой цели и задачи. Конечно. Неужели, ну как вообще, я просто не могу понять, ну как люди, как вы можете хаять то, что людей возвращает к жизни? Какое же вы быдло после этого? Знаете, кто так делает? Кто ленивая задница, просто не желающий ничего делать для себя. Вот ленивые люди, абсолютно никчемные, ленивые, такие, знаете, малодушные существа, которые ничего не делают, но утешают себя тем, что пойду со всеми вместе напишу. Да ерунда это все, да это чушь, ха-ха-ха. Я все сделал, ничего не работает, все это херня. Мне этих людей жалко. Вы понимаете, время уходит, жизнь быстротечна. Вы даже не заметите, как жизнь закончится. Как вы уже подойдете к финалу. И вы оглянетесь и увидите, что те люди, которые были разумные, взялись за это, знаете, ухватились как за шанс. Откуда вы знаете, что за все ваши страдания вам боги не отправили меня, чтобы я вам помогла? Именно хорошим людям, достойным людям, понимаете? Очень может быть. Мы не знаем, нас куда отправляют, для чего на эту землю. Мы потом начинаем осознавать. Изначально-то мы не понимаем этой функции. Нас никто не спрашивает, понимаете? Пройдут годы, и оглянитесь и увидите, что люди, которые достойно приняли этот дар людям и поднялись в своей жизни, у них совершенно другая жизнь. А вы так и останетесь в дерьме. Всю жизнь будете ходить по бабкам, по деткам, так и сдохнете в нищете, в одиночестве и в дерьме. Я вам говорю, поверьте мне. Теперь хочу включить вам голосовые. Я вместе с вами первый раз слушаю эти голосовые. Я тоже не знаю, что здесь. Здесь еще кенгуру отправили, вот фотографии. Но, наверное, тут про это кенгуру что-то есть, но мы с вами сейчас послушаем, о чем речь. Так. Здравствуйте, уважаемая Инга, дорогая Яна и друзья канала «Ведьмина изба». Не помню, я показывала, нет, по-моему. Записать видео или даже голосовое сообщение действительно очень непросто, потому что ты понимаешь,
с кем ты разговариваешь и к кому ты обращаешься. И поскольку очень сильно уважаешь, то как-то вот теряешься даже в словах. Уважаемая Инга, дорогая Яна, друзья канала «Ведьмина изба», меня зовут Настя. Когда я пришла на канал, а это было чуть больше года назад, я искала ответы, как, наверное, и многие другие. Как сиротливые дети, все мы ищем родной дом, чтобы обрести покой в душе. И попав, Инга, к вам на канал, я нашла ответы на все свои вопросы. Слушала я ваши ролики с упоением в течение полугода. Единственное, что они не заменяли мне воздух, а так практически дышала вами. Благодаря именно вам я начала переосмысливать те события в моей жизни, которые происходили. Я увидела, что неспроста в моей жизни нет гармонии и счастья. И смогла посмотреть на себя со стороны. Мне стало очень страшно, так как я поняла, что просто падаю в бездну. По жизни мне всегда приходилось выгрызать любой, даже самый маленький успех в том или ином деле. А в итоге мои труды и старания всегда оказывались перед непробиваемой стеной. Как бы я ни старалась, в конце всегда был тупик. А люди, которых я любила, к которым я искренне тянулась, не отвечали мне взаимностью. Они просто принимали это как должное. Со временем у меня начались проблемы со здоровьем. Я никак не могла скопить хотя бы малюсенькую сумму именно для себя. Притом почему-то на нужды родных и близких деньги у меня находились и скапливались. Со временем во мне появилась злость, агрессия. Наверное, она выросла из какой-то обиды. И когда я осознала все это, я поняла, что мудрого совета мне нужно просить. Инга, именно у вас. Я не знала тогда, что на мне есть некая печать. Я просто шла за вашей мудростью, за советом. Инга сняла с меня то, что на мне было. Моя жизнь стала меняться. Мне захотелось жить, покорять новые вершины, решать проблемы, идти вперед. И так и стало происходить. Обстоятельства сложились так, что я ушла с ненавистной работы. Кстати, силы указали мне на человека, которому я очень доверяла, а зря. И наказали его. Потом работа нашла меня сама. Мне нужно было устроить дочь в садик и самой как-то устроиться. И мне предложили работать в саду нянечкой, заодно взяв туда ребенка. Но в это время я иногда читала к фортуне и в основном пользовалась шепотками. Безнадежные, казалось бы, ситуации сами разрешались чудесным образом благодаря им. Хозяин времени, по-моему, помощь из ниоткуда. Повернуть судьбу лицом к себе. Творили чудеса. У меня совсем прекратились головные боли. Люди резко поменяли ко мне отношение. Не только близкое Да, да, ну окружение, ничего, но и один те, раз еще которые раз встречались по послушаем. ситуации. Они мило мне улыбались и шли на неожиданные компромиссы, даже где-то пользовались своим положением, чтобы мне помочь. Инга также помогла мне и в семейных, личных взаимоотношениях. К слову сказать, не взяв с меня за это ни копейки. Слушайте, вы мне надоели уже вот это вот ритуал, можно от астмы и так далее. Я уже давала заговоры для здоровья. Потрудитесь задницу поднять и поискать. Надоело. Я каждому из вас специально, персонально не буду выдавать ролики или ритуалы. Они уже выданы давным-давно. Называется заговоры для здоровья, заговоры для детей. Достали. Искать надо, блядь. Я не могу вам на блюдечке каждый раз приносить и отдавать. И вот моя жизнь наконец-то заиграла красками. Судьба улыбается мне. И я потеряла бдительность. Я имела неосторожность Это впустить в свою Настя. жизнь. Все, все, я поняла. Мы уже слушали, не будем дальше слушать. Ну ничего, все нормально. Можно второй раз послушать. Я просто обозначила, видимо, и давайте дальше слушаем новые. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яночка и все подписчики на канале «Ведьмина изба». Меня зовут Ирина, я живу во Франции. Я на канале «Ведьмина изба» с ноября 2019 года. Провела ритуалы очищения водой, очистить разум и тело водой, смыть бедность, сжечь нищету, изгнать бедность,
спугнуть бедность, от черной зависти, рука отводящая. Делала все ритуалы Ингины. Кстати, дорогие люди, рука отводящая, все у меня спрашивают, вот там хотят отобрать дом, хотят меня судить, что делать, дайте ритуал, уже устала. Есть такой, значит, целый ряд заговоров и ритуалов, да, значит, защита от властей, потом выиграть суд, рука отводящая замечательно работает, отводит от вас беду. Мне кажется, не обязательно быть гением, чтобы понять, отводящая, о чем говорится вообще. Берите, делайте. И как только выходит новый ролик, я беру ручку, останавливаю, если еще нет текста, записываю и провожу. Пробую все. Значит, э, сначала я убирала. Сначала недели две я изучала канал Инги, слушала ее днем и ночью, днем и ночью. У меня наушники были постоянно в ушах. Очень интересно. Мне так нравилось, нравятся все ее тексты, все ритуалы, все, что бы она ни говорила, я слушаю ее, сижу как мышка, боюсь даже лишний раз слово вставить, потому что такое уважение к этому просто человеку. Не то, что я ее боюсь, что она ведьма, нет, потому что уважение к этому человеку и к ее труду. И стараюсь не мешать, просто как губка все впитываю, слушаю внимательно. Иногда по несколько раз прокручиваю ролик, чтобы уже, как говорится, до конца понять, о чем говорит человек. Вот, значит, Вот так надо делать для того, чтобы для начала понять, что это, зачем это тебе нужно, понимаете, для чего ты пришла сюда, что ты хочешь в этом месте и так далее, чтобы себя самого понять, а потом уже понять, что тебе надо и что надо для этого взять и сделать. Вот и все. Когда просто приходят люди, знаете, я 2 дня на канале, помогите мне там, дайте мне, чтобы у меня там счастье, здоровье. Одна дура мне пишет, с утра просыпаюсь, там 20 ритуалов. Инга, дайте, пожалуйста, а у вас есть это ритуал удачи какой-нибудь? 20 раз написала. Я просто взяла, молча кинула в черный список. Все, я больше ни о чем не буду У вас есть ритуал на удачу? Если у меня весь канал про удачу сказано и рассказано, и снято, и объяснено 500 раз, понимаете? Я стараюсь, чтобы мои работы были сильные. Я стараюсь, чтобы мои работы были для каждого человека, для всех национальностей, на всех языках, которые возможно. Чтобы каждый человек вовлекался в это, понимал, понимаете, не боялся, спокойно брал, делал и менял свою жизнь. Так я столько делаю, и меня человек... А у вас есть на канале какой-нибудь ритуал на удачу? Что я буду с ней разговаривать? Ни о чем. провела. Первое, что я провела, тоже это мне понравилось, значит, перед Новым годом Инга нам говорила, что нужно встать и сказать свое слово «Авраам», чтобы никто не услышал, не понял. Просто когда вот вы за столом сидите на Новый год, встаньте и скажите «Авраам». Я это сделала. Мое удивление, что я действительно в течение года я была всегда на высоте. То есть мое слово было закон в доме. Муж всегда меня слушает, и делается так, как я хочу. А это немаловажно. Сделала также ритуал на 12 монет. Весь год был действительно без нужды, потихоньку, но всегда копеечка капала. Вот. Выпадали какие-то подработки. Значит, волнуюсь немножко. Хочется так все много рассказать. Значит, провела ритуал заботы силам. Отдать заботы силам. Провела ритуал, проводила все онлайн-чистки с Ингой. Сила земли, соляной столб, заговоры на удачу, обращение к домовому. В феврале купила фортуну. Делала на деньги, на удачу. Купила Ганешу,
Мана небесная, 23.02, вот у меня даже записано, я отмечаю все даты, провела подарок судьбы. И попала я к Инге на консультацию. Попросилась, и меня приняли. Это такое чудо. Я думаю, что не думаю, я просто уверена, что фортуна мне помогла добраться до Инги, чтобы она меня увидела, услышала. На консультации Инга много мне не сказала, но сказала важные вещи. Во-первых, она сказала, что на нас обоих, что мы друг друга нашли с мужем. Мы недавно живем 5-й год вместе. Вот, что мы нашли друг друга. И это действительно так. 2 неудачника. На нас были печати на нас были. То есть всю жизнь, ну, мужа ударила больше по здоровью, а я... Дорогие друзья, я вам объясню, почему так происходит. Вот очень часто, пожалуйста, Лола, очень часто бывает такое, что родители человека, вот смотрите, человек приходит, и ты смотришь и понимаешь, что родители человека с этой печатью, чаще всего 2 родителя. Почему так происходит? Проклятые роды тянутся друг к другу, понимаете? Проклятый человек тянется к проклятому человеку. И очень часто бывает, что 2 человека вроде неплохие, такие нормальные люди, но у них вдвоем ничего не получается. Ну и отдельно не особо. Почему так происходит? Почему я говорю, значит, что иногда бывает, что вот смотришь и говоришь, вот похожие вы, у вас одинаково все происходит с мужем, или вот у вас, ваших родителей было одинаково. Природа, мироздание делает следующее, оно мудрое. 2 проклятых человека сходятся либо, чтобы спасти друг друга и начать новый род создать абсолютно. То есть генетика и прочее, естественно, вы продолжаете, но отсекайте вот это вот, как я говорила, да, вот это гнилой корень, и начинается новый от вас род, либо вы погибнете вместе. То есть они сводят вместе 2 проклятых людей, чтобы они друг друга или спасли, помогли, любя друг друга, или загубили. Понимаете? Вот как происходит. Поэтому очень часто бывает, что у мужа и жены печать, и причем одинаковая печать. Вот одинаковые судьбы, одинаковые прошлые браки, одинаковые там неудачные и так далее. И эти люди вот встречаются, смотрите мой ролик «Роковая любовь». Я там объясняю, почему люди очень близки во всем бывают, но не могут и вместе быть, и вместе им не дается, и отдельно они не могут жить. Чтобы такого не случилось, эти печати надо убрать. И от мужа, и от жены. Давайте дальше пойдем. Всю жизнь такой трудоголик, вечно что-то хочу, какой-то создать что-то, шкребусь, какой-то муха, знаете, попадет в банку, лезет, до конца долезла, раз опять упала на низ. Вот это такая моя жизнь была вся. Мне сейчас 52 года, я не стесняюсь своего возраста, мне еще пока 52, я не говорю уже, мне пока еще 52 года. Все правильно. Я вам объясню. Очень много ведьме дается при рождении, да, у нее есть подсознательно вот это знания, которые идут по роду. Второе, это пример бабушки, прабабушки, от которой ты эту силу получаешь. Третье, это твои духовные наставники, это те, которые тебя учат подсознательно через сны и так далее. Четвертое, это твои земные наставники, это люди, которые встречаются, которые сильны, у которых были эти знания, они тебе оставляют. Вон там отправили, сколько мне старинные книги от ведьм, кольцо от ведьмака, атрибуты ведьм. Да, я вам показывала, но еще там много чего. То есть, смотрите, сколько вещей даются ведьме в течение ее жизни. И самое главное, это ее наблюдение. Многие вещи, которые я говорю, изначально основа знания, да, но еще и наблюдение. Когда ты с людьми работаешь, ты понимаешь, что вот это уже не первый раз у тебя встречается, и ты начинаешь это понимать. Те же самые печати.
Те же самые печати нигде не написано, дорогие друзья, чтобы я взяла и их рассказала вам. И в древних книгах не написано. Я их вычислила и подразделила, чтобы вы поняли, что это такое. Про них написано, сказано с намеком, что вот есть такое, есть это. Но именно объяснить, именно делить их вот по категориям, это сделала я и больше никто. Поэтому, понимаете, опыт, он очень важен. Это уже говорит о том, что человек профессионал, что он всю свою жизнь в этой сфере, значит, он знает очень много и очень многое может. Вот только так такие люди могут поменять судьбу человека. Только такие люди могут дать сильные работы. Понимаете? Люди, которые своим образом жизни, вообще всем своим естеством показывают свою преданность этой профессии. И они знают, они не просто где-то прочитали, посмотрели, знают, понимаете, о чем. Сейчас давайте я включу зарядку, перезагрузится и продолжим. Так, продолжим с вами. Вот, и вот все свои 50 лет, так сказать, вот шкреблась и шкреблась и шкреблась. Вот, и наконец-то, действительно, наверное, мне нужно было пройти этот тяжелый путь и попасть все-таки к ведьме после всех моих страданий, моих мучений. Да, лихоманки, это очень сильная работа, Инна. Некоторые говорят, что вот, ну, не может так быть. Обычно после чистки плохо себя чувствуют, только потом легче. Не бывает, чтобы сразу легче. Люди пишут, что легче бывает. Нет. Никогда не говорите, вот не бывает, не может быть, потому что каждый человек по-своему чувствителен. Понимаете? Есть люди проводят, им плохо становится несколько дней, потом хорошо. Есть люди проводят через полчаса, головная боль исчезает полностью, все проходит. Понимаете, вот по-разному есть. Я когда показывала лихоманки, я же всего лишь там один раз показала, просто сказала, я не буду полностью этот ритуал делать, потому что мне некогда, ну, и записи не останется. Я просто сразу как бы вам покажу, сами делайте. Вы поверите, у меня после тоже, я просто вам показывала перед камерой, у меня мигрени нет сколько дней. Пу-пу-пу. Да потому что мне всегда, знаете, сапожник без сапог, до себя руки не доходят. Когда до себя, думаю, я лучше посплю в это время, чем чего-нибудь проводить, потому что устаю. И вот вместе с вами просто провела, то есть вам показала, как надо делать. Всего-то пол ритуала, я не полностью это сделала. Нету у меня просто нет мигрени, она исчезла. Надолго ли, не знаю, но исчезла. Понимаете? А если вы полностью сделали ритуал, еще вынесли, откупились и выкинули это все, так у вас должно быть 100 раз сильнее. Давайте. Инга взялась за нас, взялась, и я благодарю ее очень, потому что, что могу сказать, у мужа улучшилось здоровье. Муж мучился больше 20 лет на таблетках, мазях, у него была проблема с кожей. Вот. Спал он по 3 часа, 4, более 20 лет. Сейчас спит 6-7 часов. Для него это шок. Он перестал пользоваться мазями после того, как с нами Инга поработала. Вот. Значит, муж, когда Инга начала с нами работу, муж сразу же в первый вечер, он ее почувствовал силу, потому что среди ночи у него зацепенела нога, он проснулся от боли, что он не может пошевелить ногой. Вот здесь я сделаю паузу. Я почему в прямом эфире обычно включаю голосовые, чтобы заодно вам и как бы объяснить. Да, дорогие друзья, во время чисток могут почувствовать люди, потому что вы не знаете, какое время я провожу. Как освобожусь, начинаю проводить. Я как-то снимала, да, день с ведьмой или вечер с ведьмой. Вот я там рассказываю, как я провожу свое время. Я должна снимать и говорить, это обязательно нужно делать, потому что внутри меня очень много силы и знаний. Если я их не отдам, я плохо себя чувствую. Это как ломка у наркомана, я должна это отдать. Поэтому я выделяю время, я вот так подразделяю, вот утром встаю, у меня екатерининский график, значит, с утра ответы людям,
смотрю, что там, как на вот это вот ролики, как, что, ничего лишнего нету, никто никуда ничего не трогал. Нет, вы не будете делать ритуалы детям. Я уже устала одно и то же говорить. Все, остановились, тормознули. Для детей я давала уже, что можно делать. Знаете, вот между делом. Вот работаешь там час-два, да, берешь вот одному человеку начитываешь, второму делаешь, потом немножко отдых и начинаешь снимать что-нибудь, потому что накопилась эта вся энергия. Вот это все снимаешь дальше. То есть вы не знаете, когда я начну. Я могу с вами работать, начать ночью, могу днем это сделать. Если начинается оцепенение, плохое самочувствие, то есть с теми людьми, с которыми я работаю, бояться не нужно. Тем более, что я изначально вас предупреждаю всегда. Это буквально было несколько секунд, и боль попустила. Вот после этого у него пошло лучше и лучше. То есть Инга проникнула к нему. У меня немножко видно, я немножко, как говорится, как я говорю, непробивная. Но и меня пробила Инга, потому что первые 2 месяца у меня ничего особо не случалось. Оно Есть была такие такая люди. вялость, такая, знаете. Есть такие люди. Есть люди, которые вот прям толстокожие, не можешь пробиться, и долго приходится с ними работать. Но потом у них в один момент начинает открываться. Есть и такие люди. Люди разные, абсолютно разные. И подход каждому свой нужен. Одинаковым, вот по одной линии ты всех не очистишь и не поможешь. Это 100%. Ну, не понимала, почему, может быть, из-за того, что я такая, вот, но потом-то я уже поняла, что это Инга со мной работала, я чувствовала, просто я не понимала, что к чему. Месяца 2, наверное, и мне все хотелось от боли, я ждала, чтобы у меня что-то заболело, я хотела, чтобы у меня болело, потому что я знаю, что если болит, значит, работа идет, но, несмотря на то, что у меня ничего не болело, работа шла. В марте месяце Инга за нас взялась, и вот в апреле меня пробило. У меня были ужасные боли яичников. С меня лило, наверное, недели 2, ну, дней 10 точно. С меня, я извиняюсь, у меня были месячные, с меня прям лило, как с ведра. Все Очищалась. выливалось. Так было больно. 3-4 дня я терпела, я радовалась, что у меня болит, я радовалась, потому что я знала, что оно идет, очищение идет. Инга делает свое дело, я просто радовалась этому. Вот. В мае месяце, когда Инга с нами завершила работу, все, значит, муж вообще забыл о кремах, о таблетках. У него очень все хорошо. Но он говорил, подожди, подожди. Я говорю, вот видишь, Мичель, как у тебя все хорошо. Он, подожди, подожди. Правильно говорит Инга, что мужчины не сразу верят в это. Это мы, женщины, верим во все сразу. Мужчины нет. Он сначала увидит, а потом поверит. Значит, он... Мужчины верят в магию больше, чем мы с вами, но они очень боятся. Они боятся, и они пытаются это отрицать. Им кажется, что если они скажут, что этого нет, значит, этого не будет. Понимаете? Вот мужчины, они такие. Они должны просто пощупать, потрогать, чтобы поверить. И потом они очень боятся, что вдруг это временно, а вдруг это ненадолго, а я сейчас порадуюсь. Потом, когда понимают, что нет, это нормально все, вот тогда начинается что-то там бывает. Говорит, у меня обычно в октябре, в ноябре на холод начинается все. Но пришел октябрь, пришел ноябрь, и вот уже декабрь, ничего у него не началось. Вот. Также он продолжает без таблеток и без мазей. Не начнется, И пусть даже не мечтает. он, конечно, удивлен очень. Он удивлен и наконец-то начал верить. Вот. Значит, что еще? Я делаю всегда шепотки, просто выучила наизусть Ингины, очень многие. Люблю шепоток этот на птицы. Когда птицы летают над тобой, ты читаешь. И всегда, как только я прочитаю, обязательно у меня какая-нибудь подработочка. Вот. В июле, в августе, после того, как Инга с нами в мае закончила, значит, в июле
июнь, июль, у меня так потихоньку шло все. Я делала ритуалы на удачу, на деньги, делала, призывала. Но, видно, энергетика еще слабая. Я вам сейчас объясню. Когда люди освобождаются от этого груза, они хотят уже поменять жизнь. Им не терпится уже начать нормальную жизнь, хорошо заработать и так далее. Дорогие люди, я вам говорю еще раз, чтобы притянуть к себе удачу, надо быть сильным, физически сильным и морально. Если у вас нету еще пока этой силы, этой энергии, вы не сможете притянуть удачу. Вы постепенно будете подниматься, да, вам станет легче, у вас здоровье станет хорошо, и с людьми отношения. Но чтобы деньги и удачу притянуть, понимаете, как вы станете как магнит. Вы должны быть очень сильны, чтобы оно притянулось. Сначала займитесь своим здоровьем, сначала займитесь своим усилением себя самого. А деньги и удача, они сами начнут к вам липнуть. Вот это просто на всякий случай. Потому что все, кто освобождается от этого груза, уже легче становится. Они очень быстро хотят перемен. Это нормальное желание человека. Но я вам объясняю, чтобы эти удачливые моменты притянуть в свою жизнь, надо самой быть сильной. Понимаете, как я вам говорила, не ждите, пока вы станете миллионером, только тогда пойдете волосы красить и там купите помаду. Сейчас покупайте, покрасьте и так далее, а потом уже вы эти миллионы к себе притянете. Потому что когда ты подходишь к зеркалу, ты себе нравишься, у тебя начинается вокруг, понимаете, положительная энергия создается. Мы не замечаем этого. Нам кажется, все так говорят. Ой, ну сделаю, пока там куплю дом, потом уже буду за собой смотреть, ногти сделаю. Дорогие друзья, никогда не купите дом, если вы будете вот так ориентироваться. Сначала дом куплю, сначала вот это, машину куплю, только потом буду волосы красить, только потом шубу себе. Нет, вы сначала себя любите. Человек, который себя любит, он, как вам сказать, привлекает богов на свою сторону. В древние времена, знаете, как говорили, не любить себя, а оскорбить богов. Они тебя создали в этот мир для того, чтобы ты жил, ты себя любил. Вы не сравнивайте нарциссизм, не сравните этот тупой эгоизм, когда человек, знаете, урод уродом и ходит и говорит, вы все дураки, а я такая вся королева. Нет. Я не о такой любви имею в виду, чтобы вы как дуры ходили и всем говорили, я лучше всех, я себя люблю. Я говорю о том, что если вы хотите, чтобы боги были на вашей стороне, вы должны себя любить сначала, заняться своим здоровьем, своей красотой, заняться собой. Все взаимосвязано, дорогие друзья. Вот у меня этот телефон, с которого я снимаю прямой эфир, значит, сверху приклеенное второе стекло треснуло. И знаете, у меня настроения нету. Вот я злюсь. Я каждый раз, когда трогаю этот телефон, чувствую, что там треснутое стекло. Меня это бесит. Я не хочу, я избегаю вот брать в руки телефон. Следовательно, я меньше начала снимать. Потом я думаю, нет, мне надо пойти и просто или убрать стекло, или поменять, потому что я не хочу брать в руки телефон, понимаете? Мне на нервы действует. А мне должно быть хорошо. Мне должно быть приятно взять телефон в руки и снимать. Отнесла, поменяла. Полностью поменялось мое настроение, настрой на весь день и вообще легче стало. Если у вас деньги скомканные вот так вот лежат в этом сумке, вам неприятно даже посмотреть туда, в эту сумку, потому что деньги валяются, вот что, куда и где. У вас никогда не накопится. Но если у вас хороший, красивый кошелек, вам приятно туда заглядывать. Никогда не избегайте пересчитывать деньги. Многие из нас не хотят пересчитывать деньги. Знаете почему? Потому что, они поймут, что там не столько, сколько хотелось бы, и настроение упадет. А вот вы не правы. Когда люди пересчитывают свои деньги, они отдают ему энергию. И энергетически насыщенные деньги тянут к себе другие деньги. Не замечали? Люди, которые любят пересчитывать деньги, постоянно любят пересчитывать деньги, у них тянутся другие деньги. Потому что эти деньги усиливаются твоей энергией, и через эти деньги к твоей энергии, к тебе тянутся новые деньги. А если ты избегаешь на них смотреть, потому что, там вроде бы 100 тысяч, но не миллион. А вот у меня настроение испортится, что там 100. Поверьте мне, если полюбите эти 100 тысяч и будете считать, складывать красиво, через некоторое время эти 100 тысяч станут миллионом. Дальше. Не храните деньги в тесных местах. Я же вам говорила, откройте закон денег. Потому что
мироздание не любит пустоту. Шкатулку положите, но в такую, чтобы место осталось. Место. Через некоторое время в этом месте вообще уже некуда будет ставить эти деньги. Я же вам объясняю, дорогие друзья. Вот смотрите. Сундук. Вот этот сундук у меня просто, наверное, проводник всех сундуков. Значит, он полупустой, да? Через месяц некуда будет ложить это все, потому что столько подарится, что я опять все тут загружу. Я здесь загружаю, потом отсюда перезагружаю и оставляю место. Видите? Открытое место. Для чего? Для новых украшений. Через некоторое время эти украшения придут, подтрамбуются, я опять переложу на другой сундук, и это здесь оставлю. То есть, что я хочу вам сказать, переполненное, вот у вас вот засунули в кошелек, положили куда-нибудь, 100 рублей сняли, потратили, 100 рублей пришло, 100 сняли, 100 пришло, больше не придет, потому что это место зафиксировано, больше они не пускают. А если у вас деньги хранятся в каком-то сундуке, ну, я не говорю там большие деньги, ну, свои там для работы и так далее, постарайтесь, вот положите 5000 в большой, огромный сундук пустой, и через месяц, и вы там откроете, посмотрите, что эти 5000 уже стали 500 тысяч. Не верите, сделайте это. Обязательно Вселенная пополнит это место. Это бесспорно. Открываем и смотрим. Закон денег. Мой очень долгую мою лекцию. Там все сказано. Возьмите закон денег и посмотрите. Это мои наблюдения за жизнь. Это наблюдения наполняются. Наполняются 100%. Это наблюдение великих людей. Это наблюдения вековые, тысячелетние. Это мудрость, оставленные купцами, богатыми людьми и так далее. Это не я придумала. Это тысячи лет люди этим пользовались. И все мои ритуалы основаны на этих тысячелетних знаниях, когда я говорю, шуба должна лежать, когда я говорю, что должна лежать еще что-нибудь, понимаете? Это все основано на моих, вот, на знании тысячелетия. Наполняется, или дарят люди, или внезапно появляются деньги. Вы сначала сделаете, а потом посмотрим, наполнится или нет. Давайте дальше. И правильно говорит Инга, нужно набраться сил, но не останавливаться. Я делала и делаю, и буду делать ритуалы. Я делаю по 2, 3, 4 ритуала в день. Да можно хоть своими руками сундук, какая разница? Пишу сначала, в конце месяца стараюсь проводить 3-4 дня чистки, день отдохну, потом начинаю призывать. Вы очень зря думаете, что на Земле не существует чудес или каких-то вот сказочных моментов. Поверьте мне, что жизнь, она более чудная, чем кино, чем сказка. Жизнь, она намного чудная. Вот люди проходили мимо друг друга, да, выходили из торгового центра, и вдруг вот она выходит с сумкой, и парень заходит, и раз, и они столкнулись, и вот упали все эти продукты, и он там, ой, девушка, извините, начал собирать, да ничего страшного, все нормально, вот. И посмотрел, а давайте я вам помогу донести до машины, а то мне неудобно как-то, и вот из-за меня вот у вас сумка порвалась. Нет, нет, что вы, не надо, нет, нет, я отнесу. Вот он отнес, положил в эту машину и забыл спросить у нее номер телефона, она ему понравилась. Но он запомнил номер машины, как любой мужчина. По номеру вычислил хозяина, вычислил ее номер, оказалось, что она там известный психолог или психиатр, кто-то там такое. Нашел ее номер, начали созваниваться. Через некоторое время поженились. И очень, скажем так, счастливая пара. Уже 2 детей, 3-го ждут. Пожалуйста, чем оно не чудо? А если бы он не прошел в этот день в магазин, вот решил дома остаться, а он не остался бы дома. Их свели, понимаете, их привели, и вот так вот свели, и никуда ты не денешься. То есть, когда мы говорим, что сказка, это все в сказках и в кино. В кино, знаете, самым известным великим голливудским режиссером не снилось то, что делает жизнь сама с людьми. У меня в жизни случались такие необычные вещи, что я просто была в шоке. Ну ладно, можете сказать, ты необычный человек. Но с обычными людьми случались эти необычные вещи. Пойдемте дальше. Ребенок, у меня фотография Ахура Мазды стоит возле дверей.
Я ему ставлю тоже подношения, каждый раз прошу его, чтобы охранял наш дом. У меня фотография Инги стоит. За фотографией я ставлю рюмочку, наливаю водку и прошу духов Инги, чтобы они приходили, пробовали. И дали Инге здоровья, чтобы дали Инге Ой, спасибо. сил бороться с нами. Много ведь всяких бестолковых, которые пишут, которые ей мешают работать. Дорогие друзья, бестолковые. Насчет бестолковых. Давайте я вам скажу, объясню. Вы поймите, люди, планеты Земля, ничего вам мироздание просто так. Слушайте, Зогол, иди уже нахер, достал ты уже меня. Иди сюда. Мироздание просто так людям ничего не даст. Если вы ищете какие-то чудотворные талисманы, какие-то чудотворные, я не знаю, браслеты и прочее, чтобы все было сразу хорошо, без каких-то усилий, вы так и будете всю жизнь жить и ждать. Мироздание просто так людям ничего не дает. Вы приходите, граждане испанцы, да, горячие испанские парни, вы приходите на мой канал. Сначала изучите, чтобы понять, кто я, что я. Изучите, чтобы понять, о чем я говорю. Многие вопросы, которые вы мне задаете, вы можете просто сами прояснить, если прослушаете мои лекции. И вам не будет совершенно нужно абсолютно меня тревожить и читать, и смотреть. Понимаете? Как вам объяснить, что это? Ну, несовпадение точно. Изучите, посмотрите, что это за человек, о чем говорит этот человек. Вы сами потом, вы так подключитесь в это все, знаете, вам так понравится, вы потом будете слушать эти лекции все. Ведь то, что я говорю, это не только мое, понимаете, точнее, это не просто мое. Все, что я говорю, вам передают силы через меня, человека. Много проводников на земле, я не одна единственная. Каждому дано по мере своей возможности. Насколько сильный род, настолько сильная информация дается через этого человека. Кто-то говорит вот какими-то общими фразами, понимаете, он вот как понимает. Вроде, да, что-то объясняет, что-то говорит людям, но не до конца, не удовлетворяется человек, он не до конца понял. Что-то понял, он вроде бы что-то сказали, но как это понимать? Ну, а чему? Про что это? О чем это? Как? Чего? А есть проводники, которым четко, ясно, просто настолько четко это передается, что человек садится и объясняет. И у тебя после того, как ты посмотришь лекцию этого человека, у тебя нету никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. Я все понял. То есть каждому свое дано. Это зависит от рода. Если род был избранный и сильный, то через этот род рождается человек-проводник, который очень много знает, видит, говорит и говорит в точку. И логически это объясняет. То есть это не так, вот знаете, вот я говорю вам, значит, так и есть, и нечего тут спрашивать. Вот сказала сатана, это сатана, значит, так и есть. Все, не спрашивайте, почему и как. Нет. Это должен быть человек, который не боится вопросов, и у него есть ответы на все. Скажем так, ничего страшного, Фатима, но ты нормальный человек и нормально поняла. Ничего страшного. Это же не мешает тебе сейчас спрашивать у меня совета о чем-либо. Так что все нормально. Я не малодушный человек, чтобы запоминать, вот мне что-то не так сказали и так далее. Нормально все. Так вот, продолжим дальше. Вот. Пусенок уже. Значит, Пачка, в Плохо общем, слышно. что вам сказать? После всех онлайн-чисток у меня под грудью было 4-5, не знаю, как они по-медицински называются, ну, такие шишечки, знаете. Киста, наверное. Вот, значит, после всех этих чисток у меня сейчас нету вообще ни одной чистки. Я в шоке. Ну, как в шоке. Я в шоке, что они пропали, но я знаю, что это заслуга Инги, что это ее работы. Дорогие люди, да, это может и моя заслуга, с одной стороны, и чистка была проведена, но я хочу вам объяснить. Вот
все, что я вам даю, если бы я давала вам как обычный человек просто, может полипы, может быть шишки, может киста, может быть опухоль, откуда мы знаем, что там может быть, да? Так вот, нет, это не жировик. Жировик прекрасно отличается от кисты. Потому что ей хотели сделать операцию, жировик бы не трогали. Так вот, почему это все работает? Это все работает по той причине, что, во-первых, нигде это не взято, это дано из ниоткуда, можно сказать. Во-вторых, это дано теми силами, которые много миллионов лет. И в-третьих, это дано даром вам столько, понимаете? Вы написали на WhatsApp очень хорошо. Как вас зовут, которые на WhatsApp мне написали сегодня и оказались в черном списке? Вы насчет дочери спрашивали, да? И получили пинка. Или нет? Но если это вы, я вам правильно сказала. Очень хорошо я сделала, что выкинула ваш черный список. Очень хорошо. И вы знаете, почему очень хорошо. А, давно написали, значит, не вы были сегодня. Ну вот и подумайте, почему. Так, молчать пусть. Дальше слушаем. Здравствуйте, уважаемые Инга, подписчики канала. Здравствуйте, Яна. Хочу поделиться результатами своей работы. Я ездила отдыхать в этом году, причем я не работаю. Вот, мне как бы мои родственники дали деньги. Добрый день. Нет, я... Подождите, я которая включила-то? А, вот это, да? Все. Знаете, что я хочу вам сказать? Я уже не первый раз это слышу, что вот как только люди делают ритуалы, они едут отдыхать, они покупают шубу, машину и так далее. И они нигде не работают. Вот вы говорите, а сработает, а получится, вот я положу деньги в этот в сундук, а с чего вот, а как они придут? Уже не первый, не второй, это, наверное, 1020 раз, когда люди пишут мне, я не работаю, ничего, но я поехал отдыхать, мне подарили то, это. Причем я нигде не работаю. Пространство начинает вам помогать. Если вам кажется, что вы получите деньги только работая, вы очень сильно ошибаетесь. Эти деньги где-то есть, и главное, надо их просить. А знаете, почему они получают эти деньги? Вот я вам сейчас сравню. Вот человек, игроман, да, он вот играет человек, азартный. Вот он приходит в казино играть, и он все время выигрывает. Есть такие игроки, гроза казино, знаете, их иногда и пытаются не пустить, потому что знают, что они все время будут выигрывать. Их обыскивают, мол, может, у вас там чип есть, может, какие-то чего-то. Ничего у него нету. Он выигрывает, просто выигрывает. А почему? Потому что он уверен, что он придет и выиграет. Все, у него... Я спрашивала одного такого, я говорю, вот откуда у вас уверенность, что вы выиграете? Он говорит, я знаю, что фортуна меня любит. Я прихожу и выигрываю. Я вот в наглую просто, да, я просто в наглую прихожу и выигрываю, и все. И у меня нету даже внутреннего страха, что я сегодня проиграю. Я не допускаю этой мысли. Вот есть люди, которые нигде не работают всю жизнь, нигде. Ничего особо такой нормальной профессии у них нету. Не сказала бы, что у них интеллект очень высокий. Да? Не знаю, Альфия, когда вы писали. Напишите Яне чуть позже. Я посмотрю ваш контакт и скажете, что я просила вас контакт. И зайду, посмотрю. Вы мне после этого еще дарили подарки, я знаю.
Я поэтому и говорю, есть личности, а есть низкосортные твари, которые сразу обижаются и бегут гавкать. А есть люди, которые сидят и говорят, да, значит, это была моя вина. Я глупо себя повел и вот получил. Но это же не мешает вам всем делать мои ритуалы и получать результат, правда? Невзирая на то, что, скажем, где-то я вас жестко поставил на место, вы все равно делаете ритуалы и получаете... Я же говорю, вот как определить, что у тебя успех? Когда люди, которых ты поставила на место, приходят и просят твою книгу, и все же тебе дарят подарки, это значит, как бы там к тебе не относились, но твоей работе они верят. Вот о чем речь. Это значит, что, как говорят, могу ее не любить, но ее работа очень сильная, поэтому хоть за это я ее уважаю. Это хорошо. Так вот, слушайте меня. Вот есть такие люди, которые всю жизнь никогда ничем не занимались. Женщины, например, все время смотрели за собой, все время ухаживали, все время там выходили как, не знаю, там, как мадамки, и при этом нигде не работали. Но у них всегда были мужчины, которые им помогали, родственники, которые им все время одаривали. То есть, как вам сказать, они пользуются всеобщей любовью. Вот была у нас одна такая знакомая, вот вся родня ее обожали. Еленка, Елена. Прям Еленка, для нее все на свете. Вот она приходит, вот Еленке вот это подарили, мы хотим Еленке то сделать. Взрослая Еленка уже под 40 лет, у нее ребенок, если она родила ребенка, ну, без мужа родила, ей помогли, дядька купил квартиру, значит, брат купил машину Еленке. И все Еленьки. Ничего особенного у этой Еленки-то нету, если честно. Вот скажут, что она там очень умная, интеллигентная женщина. Ну так, женщина как женщина. Но все ее обожают, любят. Непонятно за что. И у меня подкралось все-таки сомнение, что Еленка что-то знает. Это было давно, конечно. И вот о чем я хочу вам сказать, дорогие друзья. Это та же самая Елена, просто у армян нет, армяне произносят имя как есть. Анна, Елена, понимаете? У них нет таких сокращающих. А если, например, ласкательно, Еленка. Так вот есть такие Еленки, которые любимицы судьбы, да. И она уверена, она спокойно родила ребенка, она, муж погиб, без мужа имею в виду, что она решилась, была беременна, он погиб, она родила. Она уверена, что ей помогут. Она знает, что у нее всегда будет, что она не хуже других живет, а я бы сказала, намного лучше, чем те, которые день и ночь ишачат. Понимаете? Вот точно так же, это к слову, что возможно нигде не работая, отдыхать и жить хорошо. Да, если ты веришь, что фортуна тебе даст, она тебе дает. Даже если ты ни хрена не делаешь. Самое главное, почитать ее, просить, и она тебе даст. И ты станешь той самой Еленкой. Начали. Сейчас расскажу, какие я ритуалы проводила. Снять мороку, снять глаз через волос, скинуть бедность, которая на мелочь. Нет, сразу после ритуалов не надо болтать. Сначала надо получить результат, потом говорить. А то некоторые, ой, полчаса назад сделала, вот буду ждать. Нехер так писать. Ждите, получится, потом скажете. Потом жечь нищету с крестами на лотос. Так вроде называется ритуал. А вот после ритуалов Ханалтын, цыганский горен и на великое богатство я не могу остановиться. Неправильно. Покупать ювелирные украшения. Это просто нечто. Причем я хочу заметить, что я пока не работаю. У меня есть определенная сумма в месяц, она стабильно приходит каждый месяц. Слышали? Я хочу заметить, я нигде не работаю, но я всегда покупаю украшения, ни в чем себе не отказываю. Вопрос задаете, а как, откуда придет? А вы просите, это не ваше дело, откуда придет и чего. Ты просишь, оно придет. Понимаешь? Не смотрите вперед, что там будет. Вот смотрите, вы едете ночью, у вас фары освещают всего-то там 2 метра, да, перед машиной. Вы же всю дорогу не видите, например. Вы едете, вот, например, с Москвы до Пскова. Вот. Вы видите всю дорогу до Пскова ночью? Нет.
Вы днем не увидите эту дорогу. Вам освещает машина всего лишь 2 метра перед вами. Но этих 2 метра достаточно, чтобы через каждые 2 метра еще 2 метра открылись, еще 2 метра, и вы вот так вот всю дорогу и поедете. То же самое жизнь. Вы не думайте наперед. Вот откуда мне дадут, если я сделаю? Ты сделай, откуда дадут, тебя не касается. Дадут и все. Месяц, который я могу потратить. Ну и самое еще, что, чем бы я хотела поделиться, наверное, то, что ну вот буквально в прошлом месяце мне нужна была на зиму куртка, и я купила не только куртку, но еще я делала ритуал на распродаже, вот, и купила еще, ну там, теплых вещей себе прикупила. Ну, Вы заметили, что умные люди, они отличаются от других фартовостью? Вот умный человек, она не начала говорить, а что мне делать, а как мне сделать, а вот куда мне делать, начать писать 2 часа ночи, а вот я боюсь, а вот мне... Вы представляете, вот она просто вот тихо, втихушную сидит в кафе, и никто со стороны не знает, насколько она человек везучий. Она уже уверена в завтрашнем дне. Она делает и получает. И причем, заметьте, это же не закончится никогда. Пока вы живы, пока вы просите, вы будете получать. И человек, любимец фортуны-то, живет долго, рано не умирают эти люди. Ну, потому что фортуна на вашей стороне, значит, вы доживете свой век, как положено, до седин, понимаете? Вот в чем дело. Дальше слушаем. я как бы только за курткой пошла, но еще прикупила еще себе вещей. Мне нравится заговор на здоровье, от усталости, я это часто делаю. Еще поток с утра на воду тоже делала. Прям, ну, отличные результаты просто с моей работы. О, кстати, на врагов я еще делала. Я знаю один результат, когда у человека двигатель Вот 100% я слышу татарку. 1000000%. Вот что хотите. Я потом спрошу специально. Это татарка. Потому что я просто знаю наречие людей. Я настолько знакома со всеми народами. Я просто чувствую, я чувствую наречие. Они тянут слова. Я еще помню, я еще знаю. Вот это татарское наречие, 1000000%. Тут даже в говоре видно, потому что татарский язык, он мягкий, много мягких знаков. И когда татарки говорят на русском, как бы они хорошо не знали, тем более они учатся там в русской школе, там русскоязычные люди, но все равно у них говор очень мягкий. Они слова смягчают, да. сломался. То есть такая серьезная поломка была. Когда забиту делала, у человека кровь из носа пошла, то есть цвет потом проверялся, но вроде там ничего не нашли. Но вот как-то вот такие результаты. На моей старой работе, как бы я там делала, там просто сотрудники с друг другом прям оскорбляют друг друга, ругаются, чуть не делают. Вот тихоня сидит, делает, а там они друг на друга кидаются. Кайф. Красота. Очень много людей пишут такие вещи. Значит, женщину одну мужик выживал с работы, писал на нее там донос и все такое. Она, значит, мне сегодня написала: Инга, вы не поверите, я, значит, два дня назад сделала враги в кандалах. Сегодня он пришел, лицо опухшее, у него какой-то вирус нашли. Одну почку будут удалять. Значит, ни с того ни с сего он падает в обморок, его везут уже вот эти несколько дней, уже по больницам повезли его, и оказалось, что у него почка внезапно начала отваливаться. А нехер делать людям зло. Не надо. Если человек тебя не трогает, зачем ты, сука, идешь доносы катать, писать, чтобы человека уволили и так далее? Зачем ты это делаешь? А, ты думаешь, да, мне ничего же не будет за это. Да нет, извольте, извините. Видите, вот сейчас этому мужику, да, уже не до кого. У него столько проблем, что ему уже не до доносов. Допрыгались козочки. Вот так и надо делать с такими скотами. И никакой жалости. При клиентах. Ну, я в магазине, в продажах работала. Вот
такие результаты я знаю. Ну, самый основной мой враг, я не знаю, как он поживает, но, наверное... Ну, еще я знаю один человек, который как бы не сделал плохо, и я на него делала преследование. Вот у человека имущество горит. Ну, это уже не раз я читала в новостях, но он высокую довольно-таки должность занимает. А, кстати, я забыла представиться, я Камила, я из Казани. Вот, я Во, теперь услышали? Я забыла представиться. Я Камила из Казани. Ну вот меня не обманешь, я чувствую. Как там в мультике, да? От меня не уйдешь. Я чувствую, что это татарка. Да, так и есть. Ну ладно, пойдемте. не первый раз как бы делюсь своими результатами. Вот. Большое спасибо Инге за то, что, ну, как бы Инга со мной работала. Вот, и благодаря Инге сейчас мои анализы чисты. Кстати, я еще делала Иди сюда. платы за боль. Все, я вспомнила ее. Я же голосовые не слушаю, по голосовым знать не знаю, кто это. Я вспомнила теперь. Так у нее была онкология, третья стадия, а сейчас уже все нормально. Года 3 прошло. Полностью чистые анализы. Вот что я хочу. Она никуда не улетала, она лечилась прямо в Казани. И врачи сказали, что у нее полностью чистые анализы. Угу. Все, вот теперь поняла, которая. Потом забыть прошлое, ну, потому что у меня была болезнь, я как Тихо, бы пусть. хочу это забыть, пока это невозможно, потому что я довольно-таки часто хожу проверяться. Ну, можно научить, если ваш продавец нормальный, если не сумасшедшая, там не какая-нибудь шуганутая тетка, то можно научить. Вот, ну вот Инга мне помогла вот эту болезнь преодолеть. Яне большое спасибо за то, что Яна отправляет книги, пишет нам ритуалы. Большое спасибо, Яна. Все. И последний, наверное, послушаем, потому что уже их очень много. Не успеем мы сегодня прослушать. Я иногда отдельно записываю, иногда хочется комментировать, а вам объяснить на примере людей, чтобы вам лучше было понятно. Я же не просто вам это все дала и говорю, вот делайте как хотите. Я пытаюсь вам объяснить это все, чтобы вы сделали правильно все. Доброй ночи, уважаемая Инга. Доброй ночи, подписчики канала «Ведьмина изба». Я уже давно хотела рассказать свои впечатления после проведения ритуалов. Когда я пришла на этот канал, Послушайте, мадам Ирина Колесниченко, хрень собачью не пишите, пожалуйста. Ни одного сына невозможно отвернуть от матери. Ни одного. Воспитывать надо своего ребенка. Все, дальше продолжаем. у меня было такое в жизни состояние, как будто все события сжимали меня плотным кольцом. Тихо, пусть. То есть мне было уже практически трудно дышать. Я не могла ничего сделать с этим. Это было ужасное состояние. Со всех сторон посыпалось все. И вот когда я стала делать эти ритуалы, стала делать чистки в первую очередь. И первую чистку я провела, это была от Горемыки чистка. А свечи у меня стреляли, как бенгальский огонь. Я этого, конечно, не ожидала, что будет такой эффект. Очень сильный. Потом провела еще несколько чисток, и еще. Болела после чисток. И проводила я ритуалы на деньги также. Призвать кошельника. После этого мне выдали двойную зарплату на работе, чему я была очень рада. Вот я к чему вам говорю. Смотрите, как вытаскивает силы человека из бездны. Человек, который не хотел жить,
абсолютно лишенный смысла, выжатый. Потом раз, одно помогло, второе, вы, понимаете, поддержка, которая идет. Вот вы говорите, вот, против Господа Бога, как тебе не стыдно, да Господь Бог, помолитесь все. Я хочу вас спросить, скажите мне честно все, вот вы все в трудную минуту своей жизни, когда молились, вам что-нибудь, какой-нибудь вот столечко, откуда-нибудь помощь приходила вообще? Давайте честно скажем, ну, не будем лицемерно вот врать. Вы молились когда в трудную минуту своей жизни. Вот что, где-нибудь вас услышали и помогли, еще хуже стало. Еще хуже. О чем это говорит? Что древние боги сильнее, и они нас любят. Потому что, дорогие друзья, ну как это можно говорить? Вот сатана вас не любит, поэтому слушает и помогает. А Господь Бог вас так любит, поэтому нахер вы ему не нужны. Ну вот логика, где вообще, казалось бы, верующие люди должны жить лучше всех, да? Вот я верю в Бога, я должна очень хорошо жить, чтобы все посмотрели и сказали, ни хрена себе, вот верит в Бога, и Бог ему помогает. Но если мы говорим, что древние боги – это все грех, это язычество, они вас ненавидят, не любят, это все от лукавого. Вот логика, вот сколько я слышала вот этих верующих на всю голову, что они говорят? Да, у вас получается, потому что они вас ненавидят, поэтому они и помогают вам. А Господь Бог вас испытывает, потому что любит. Охренеть. Вот придет ребенок, да, к родителю, мам, дай хлеба покушать. Мать вместо хлеба взяла и пинка дала ему по роже. Сынок, мать тебя любит, поэтому тебя и бьет вот так вот. А если бы она тебе хлеб дала, это значит, она тебя ненавидит. Логика, понимаете, логика даунов. Если Бог тебе не помогает, значит, если ты страдаешь, Он тебя любит. А если древние силы или языческие силы помогают тебе, это потому что они тебя ненавидят, вот поэтому и помогают. Ну и все, давайте. А они все говорят так. Да, заговоры, магия помогает, но это от сатаны. Сатана вас ненавидит. Но если ты говоришь, а почему Бог меня не слышит, не помогает? Да потому что Господь Бог вас любит. Кого люблю, того мучаю. Надо испытание пройти. Это же любовь Бога. Ни хрена себе любовь. Сатана меня ненавидит и помогает. А Бог очень любит и всю жизнь терзает и доводит до смерти. И раньше времени стареет, человек с ума сходит и умирает. Но потому что Бог тебя очень любил. Угу. О чем это говорит? Это говорит о том, что тот бог системы, который существует, ему до людей вообще, ему чихать на людей. Помните фильм «Суд над Богом»? Откройте этот момент, когда евреи говорят про него. Откройте, посмотрите. «Суд над Богом» называется. Там тоже сказано, Бог нас любит. И один говорит, помните, когда Бог дал нам в руки другие народы и приказал их убивать? Так зачем же он приказал убивать, если он милосердный Бог, если он создатель? Если он их создал, значит, должен был пожалеть. Какая разница, они или мы? Мы и они должны были быть равны для него, мы же его дети. А он дал их нам в руки, но мы радовались этому. А сегодня он нас отдал в руки фашистов. Сегодня он с фашистами заключил договор, сегодня он их любит, а нас уничтожает. Во всем должна быть логика, дорогие друзья. Недостаточно просто говорить. Вы знаете, вот Бог любит нас, поэтому ни хера и не помогает, потому что это очень большая любовь такая. А сатана нас ненавидит. Вот и не от сатаны это все. Это древние религии, это древние знания, это древние науки. Причем здесь сатана вообще? Это природа, мироздание, это работа с энергиями, силами. Сатана здесь вообще каким боком? Ну, для шуганутых баранов-то надо что-нибудь сказать. Добрый день. Продолжим. Потому что тут не ожидала просто получить такие деньги. Ну и последнее, конечно, я делала ритуалы также на оздоровление. Я с детства страдаю мигренями. И вот после последней чистки, паутина, меня свалила мигрень. Несколько дней я так провалялась.
Потом я решила сделать ритуал. Это там, когда гладишь себя по голове и читаешь заговор. Все очень просто, даже без алтаря, без всего, без свечей. Я просто сделала это перед работой и поехала на работу. В течение получаса буквально боль прошла. То есть она сначала стала потихоньку, сразу после ритуала, она стала уходить, уходить и уходить, и совсем сошла на нет. У тех, у кого мигрень, они знают, что в принципе это Страшная вещь. практически невозможно. Боль очень сильно, она преследует несколько дней, может даже длиться неделю. Таблетки плохо помогают, так себе. И вдруг боль прошла вообще. Это, конечно, для меня было просто шоком. Я очень обрадовалась. Я радостно ходила весь день, что боли нет. Если я в одном ролике сказала, что дома можно держать пирамиду, наверное, я в этом ролике объяснила, зачем держать. Зачем вы задаете вопрос один и тот же. Если вы смотрели этот ролик, и там было сказано про пирамиду, значит, я объяснила, зачем держать. Я же не сказала, берите пирамиду, не буду говорить, зачем. Я наверняка объяснила, для чего она нужна. Так и смотрите, и там и слушайте. Вот. Я хочу выразить огромную благодарность ведьме Инге. Сказать, что я столько времени искала, просто искала истину, я искала, как устроена Вселенная, я искала эту информацию очень-очень долго, очень. И вот наконец-то я нашла. Значит так, если в церкви кто-то вас толкнул в спину, он отдал вам все ваши бедствия. В церкви таким образом отдают все бедствия. Сказано, кто повернется ко мне после моего касания, тот заберет все мои бедствия. Или я тебя по миру пускаю, а сама без бед ухожу и так далее. Если в церкви кто-нибудь вас сильно толкнул, надо повернуться и толкнуть в ответ. Запомните это. Если вы не толкнете этого человека в ответ, это все, что у него в жизни есть, вся эта грязь льется на вас. И нужно сразу отчитывать человека. Церкви делают перекид. Именно таким образом. Специально толкают в спину, чтобы вы повернулись. Как только вы повернулись к этому человеку, вы взяли все, что он вам отдал. Не имеет значения, вы убежали или улетели. Вы это забрали. А она убежала, ну тем более. Ну, практически все ответы на свои вопросы. Потому что раньше я ходила и по эзотерикам, А теперь видите, что такое церковь? Если бы там была сила и святость, никто бы не мог такую гадость туда перекинуть. по всяким, и даже и в религию зашла. Но ничего у меня не выходило. Выходило только хуже. И я не понимала, почему. Вроде я все делаю правильно, все как надо, но не получается ничего. А теперь я поняла, почему. Потому что я все время шла не в том направлении. Открывайте мой ролик, написано «Опасность церкви». Он в дочернем канале, этот ролик, но выйдет «Опасность в церкви, ведьмина изба». И смотрите, там я все рассказываю, что делается в церкви, каким образом. И когда я вот узнала об этом, обо всем, узнала о богах, узнала вот о дьяволическом древе, ну, короче, обо всем, что нам говорили, это было все неправда. И, в общем-то, я поняла, в чем дело. Я попросила прощения у богов, попросила прощения за то, что я вот, не знала их, за то, что я была, как это вот, относилась так себе. Не уважала, не почитала и, в общем-то, вела себя достаточно так. Ну, вы не должны просить прощения, потому что вы не виноваты. Весь мир ходит в темноте.
Это все искажалось специально для того, чтобы люди, поколения не знали, чем, возможно, отходили от древних религий, понимаете? Поэтому, скажем так, мы не виноваты в этом. Людей тысячелетиями учили этому всему, поэтому за 2 дня это точно не убрать с мозгов. Сказать, не очень по отношению к ним. Ну, проще сказать никак. Но это было от незнания. Просто выразить это чувство благодарности, не знаю, как сказать даже. Я чувствую подъем после ваших ритуалов. Я чувствую желание расправить крылья, жить. Ну, еще Иди ко мне сейчас же. Бегом. Там дети ходят. Так, сейчас обозначим. Значит так, дорогие друзья. Ну, что такое? На сегодня мы с вами закончим этот разговор. Ненадолго выйду с этим товарищем, похожу, потому что он бедный дома весь день устает. Не знаю, у меня хватит сил или нет. Я хочу сегодня провести прямой эфир про политическое состояние, которое будет у нас. Ну вот, пожалуйста, ну вот как не послать на 3 буквы вот и таких вот дебильных существ? Потом говорите, я нехорошая. Заговор для практиков это как? Ляха-муха. Я даже говорить не хочу с этими людьми. Все, молчи, Пуся. Потому что в начале года, то есть я еще пока делала предсказания для всего мира, ну все. А политические предсказания я хотела сделать вот сейчас, в этот период, когда вы все убедитесь, что все, что я говорю, опять сбывается в очередной раз, вот тогда уже и про политическую ситуацию сделать предсказание и объяснить вам некоторые моменты. Да, там дети ходят. Если у меня будет сегодня силы, я проведу. Потому что мне нужно и ритуал характерников выставить, как я обещала. Вообще много чего. Неисчерпаемый кладезь. Ну, много, очень много. Чего? Размер камней нет, не имеет значения. Все, всем удачи, а мы пойдем чуть-чуть вылезем.